Доброе, мокрое утро. Посмотрите, какая погода у нас сегодня. Ну и на этот случай у нас есть план. Даже несколько. Не знаю, какой выбрать. Надо сначала пойти позавтракать и решить, что и к чему. Ну, так как я полетела в Азию в сезон дождей, я, в принципе, ожидала, что будут такие дни, когда погода будет, вот такой вот не очень приятной. Но во время моего путешествия в Ничанг я прям попала в сильный такой циклончик, и Ничанг, мягко говоря, залило. Поэтому я приняла решение, что я поеду в супермаркет Go. Это не центр города. Я впервые воспользовалась такси, кстати, и поехала просто погулять там, посмотреть на магазины. И, заодно зашла вот на фудкорт. На фудкорте, кстати, оказалось прикольно, и можно было вот купить суши. Вот обед обошелся Салат. 62 тысячи. Да. 27 тысяч салат. По 10 тысяч стоило суши. И ласси. Так и живем. Посмотрим, как это будет. Честно говоря, я немножко офигела от цен на фудкорте. Потому что я привыкла, что в центре ты, в принципе, кушаешь, и ты тратишь, чуть-чуть дешевле, чем в России денег. Где-то там сильно дешевле. Например, фубо стоил там 40 тысяч донгов, это 120 рублей на наши деньги. И ты такой, класс, суп за 120 рублей. Прям большая тарелка супа. А здесь я взяла салат, который стоил меньше 100 рублей, и в нем были морепродукты, свежие морепродукты, зелень и вкуснейший соус. И вообще, в принципе, весь мой обед – это вот этот огромный салат и 2 суши. Суши тоже были с морепродуктами. И плюс ласси, это все обошлось меньше, чем в 200 рублей. Где у нас на фудкорте можно покушать за такие деньги, я просто не знаю. Но на самом деле там выбор был гораздо больше. Просто я сильно-сильно не хотела есть и объедаться. Поэтому поела то, что поела. Опыт прикольный. Прям как бы, если бы у меня была супербюджетная поездка, наверное, я бы на таких фудкортах бы и ела. Заметьте, кстати, как я резво обращаюсь с палочками. А на самом деле я прям, мне кажется, прокачала свой уровень владения этим столовым прибором. И мне кажется, что надо иногда дома тоже палочками есть. Потому что это реально в некоторых случаях очень удобно. Сначала кажется, что непривычно, а потом ты просто привыкаешь. В прошлой серии, когда я ездила на Винперл, я там ела лапшу палочками. Хотя можно было взять вилки, попросить европейские приборы, но мне показалось, что, почему бы нет, почему бы не поесть с палочками. И я просто взяла те приборы, которые были изначально в комплекте с едой, и кушала именно так. Все на самом деле очень просто. Зацените, кстати, цены на фудкорте. Просто умножить на 3 и откинуть 1000, и это будет наша российская цена. Невероятно дешево. Можно поесть просто от пуза и при этом не разориться. Классно. Запомним это место. Еще напоминание. А потом я просто прошлась по супермаркету немножко, посмотрела, сколько стоит мясо,
немножко офигела, потому что это, блин, крутое там мясо, типа там мраморная говядина, какая-то супер крутая австралийская. И это все стоило так доступно, так прикольно. И я такая думаю, ну да, класс, класс, наверное, класс. Но с другой стороны, понятно, что во Вьетнаме там немножко ниже уровень жизни обычных людей, и туристам кажется, что все достаточно дешево. Ну, а это уже русский бар, в который я зашла, чисто потому что здесь был местный крафт, прикольно, и по маракуйе, по-моему, или что-то в этом роде. А, ну, а сам бар мне не особо зашел, потому что там какая-то случилась заварушка. Ну, в общем, а, напитки понравились, место не очень. Не буду даже так говорить название, но что делать, как бы вот такие вот впечатления. Ну а дальше я гуляла и увидела классный лофт и подумала, ну блин, надо зайти туда выпить коктейльчик, тем более там никого не было, а я интроверт, и я такие места очень люблю. И, в общем, я захожу, сажусь вот с таким прекрасным видом, смотрю на улицу, пью свой замечательный негрони, но случился казус. Прошло 3 минуты ровно, и пришли в заведение люди. И все очень-очень сильно изменилось. Насколько сильно, ну, вы не представляете. Смотрите сами. Пусть течет по море струйкой тонкою, чтоб его. В общем, Ничанг превратился в Анапу. Ну, а это уже следующий день и утро, каким я его увидела. Увидела, что моя улица просто плывет. Ну, было немножко страшно, но это все, к счастью, прошло через какое-то время. Я пошла завтракать прекрасным яичным кофе. Это, кстати, фишка Вьетнама, яичный кофе. Они взбивают яйцо и добавляют в кофе. Получается, ну, такой вот прям десерт, можно сказать. Очень-очень вкусный, классный. Прям непременно рекомендую всем попробовать, кто будет в этой стране. Погода меня не испугала, и я решила рискнуть и пойти на Чодам. Пешком пойти, причем было идти где-то примерно минут 40. Ну, я подумала, что, ну, попаду под дождь, ну, ничего страшного. Как бы так. Я пришла на самый крупный дневной рынок Ничанга. Честно говоря, ничего покупать особо не планирую, но посмотрю, что там есть. Погода у нас странная, а тут есть крыша. Идем. Чодам самый крупный большой рынок Чичанга, и именно там я рекомендую покупать сувениры, потому что там огромный выбор, там можно поторговаться и, в принципе, найти что-то по цене дешевле, чем на ночном рынке, и дешевле даже, чем в супермаркетах в центре города. Есть там действительно все, вот эти крытые ряды, там есть и специи, и одежда какая-то, и сумки, и сувениры, и какая-то еда, все что угодно. Но рядом там с рынком есть еще
ряды, которые на улице. И там тоже можно что-то посмотреть и купить. А там, ну, я так понимаю, что какие-то более бедные продавцы торгуют, которые не могут заплатить за крышу. Наверное. Не знаю. Ну, это лично мои ощущения. И хотя я на Чадаме не хотела ничего покупать, я, естественно, там купила какие-то сувениры, какие-то подарки и все такое. Ну, потому что, блин, большой выбор и цены классные. Почему бы и нет? Значит, всякие сувениры. Наверх. Где наверх? Одежка. Идем. Направо. 아니 이모가 잠깐 여기로 와보래. Интересная цена. Цена нет. Просто крокс. Куча крокс. Тоторо. Мой сосед Тоторо. Ну, сарафан. Спортивные. Футболки. Шорты там. Кроксы. Футболки. 언니 옷까지. 여자 이게 사이즈 뭔데? Короче, вы поняли, что бродить по Чадаму можно бесконечно. Ну, футболочки в среднем такие вот туристические, там, с какими-то принтами, стоят, ну, 100-150 тысяч донгов. То есть, в принципе, не очень дорого. Причем качество радует. Это, ну, как правило, это прям такая классная, приятная ткань, не синтетика. Ну, классно. Мне прям очень вьетнамский текстиль понравился. Так, надо выбираться отсюда и искать что-то. Не то, что за пределами. А вот то, о чем я говорила, это ряды за пределами крытого рынка, и они выглядят совсем иначе. Обычных корейцев.
немножко грязно, но на каком рынке не грязно? У нас тоже так. Надо уйти с дороги. Тут так вкусно пахнет свежей зеленью, а я еще не ела сегодня. Вот такой вот кусочек реального настоящего Вьетнама. Такого не причесанного, не туристического, с мусором, с людьми реальными, которые сидят, едят, обедают. Впрочем, реального Вьетнама дальше будет больше. Не переключайтесь. Школа. Детишки в форме привозят снега. В целом. Красивое место. Католическая церковь Mountain Church. Очень красивенькая. Не буду заходить, просто покажу вам издалека. Тут еще такой парк. Короче, миленько. О, какой симпатичный арт. Ой, пауза. А вообще, знаете, самый кайф в путешествии вот так вот ходить, бродить по улочкам, которые не в центре города, где нет каких-то туристических мест и магазинов, где живут обычные люди, ходят обычные люди. И ты смотришь на все это и как будто бы погружаешься в их жизнь. Ну, как будто бы ты, я не знаю, как это объяснить, турист, но немножко другого порядка. Ну, спасибо, что были со мной. Дальше будет еще больше не туристического Вьетнама. Ну и туристического, конечно, тоже. Я же все-таки туристка. Оставайтесь со мной. Спасибо за лайки, комментарии, подписки, донаты. Спасибо большое.